Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусные и быстрые пирожные Сникерс. Десерт этот готовится очень быстро, справится даже ребенок. Съедаются эти пирожные молниеносно. Готовятся они самым простым способом, а в итоге получается без преувеличения кулинарный шедевр. Итак, приготовим бисквит. 220 грамм муки, 40 грамм какао-порошка и 10 грамм разрыхлителя я сейчас перемешиваю и отставляю пока в сторону. 4 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы комнатной температуры, щепотка соли, 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм. Все это взбиваю сейчас до такой пышной пены и добавляю туда 180 грамм сахара. Яичную смесь я взбивала примерно 4 минуты. Добавляю туда 100 грамм растительного масла без запаха и 100 миллилитров молока комнатной температуры. Все это просто перемешиваю до однородности. Просеиваю туда всю сухую смесь. И также сейчас миксером просто перемешиваю, ничего здесь долго не взбиваю. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать я его буду очень быстро, примерно 20-25 минут этот корж, на среднем уровне без конвекции. Перемешиваю все это еще раз аккуратно лопаткой. Тесто получается достаточно таким жидким, это нормально. Противень здесь у меня 37 на 25 сантиметров, это его внутренний размер этого противня. Выливаю туда все тесто, разравниваю и убираю выпекаться на 20-25 минут. В заранее разогретой духовке будем выпекать. Духовку во время выпечки не открываем. Итак, корж у меня уже испекся. Я сразу же достаю его сейчас из противня. Он очень быстро остывает, потому что он невысокий, этот корж. И сразу же я его беру в работу. То есть ничего здесь я не жду. Как только я могу до него дотрагиваться, сразу его можно уже нарезать. Корж очень нежный, с ним, конечно, нужно работать очень аккуратно. Но это того стоит. Десерт у нас действительно получится тающим во рту. Шапочку здесь я срезаю, вы же можете ее вообще не срезать. У меня дно такое достаточно низенькое у каждой пироженки, но вы можете не срезать и будет повыше. И в принципе хватит даже вам той крошки, которая у вас останется от вырубок. Если крошка у вас останется, вы можете ее заморозить и при желании потом сделать, когда нужно вам, или кейк-попс, или пирожную картошку шоколадную. Здесь стакан у меня 6 сантиметров в диаметре. Я намеренно здесь беру стакан, показываю для тех, у кого нет вырубки. У меня, конечно, есть вырубка для печенья, для пряников, такая круглая, но у кого уже нет никакой вырубки, вырубаем просто стаканом. 20 вот таких у меня получилось основ по 6 сантиметров в диаметре. Остатки сейчас измельчаем и этой крошкой будем посыпать пирожные. 200 мл очень холодных сливок для взбивания жирностью не менее 30%, 8 грамм ванильного сахара, 50 грамм сахарной пудры и 250 грамм охлажденного из холодильника сыра маскарпоне. Все это сейчас взбиваю до устойчивых пиков. Вместо маскарпоне вы, конечно, можете использовать творожно-сливочный сыр, любой, который вам нравится. Просто с маскарпоне масса будет нежнейшая. Крем у меня уже взбился. Я перекладываю массу в кондитерский мешок и начинаю сборку пирожных. Если у вас нет кондитерского мешка, возьмите пакет для заморозки продуктов. Также я перекладываю в кондитерский мешок 300 грамм вареной сгущенки. Можете брать вместо вареной сгущенки карамель, приготовленную самостоятельно. Также вы можете брать любой карамельный соус, может быть покупной, если вам нравится. Естественно, ссылки на рецепты по приготовлению карамели и на молоке, и без сливок я вам, конечно же, оставлю в описании к данному видео. 100 грамм обжаренного соленого арахиса я использую. Арахис берите качественный, он у меня покупной. Арахис вы можете сами обжарить. Арахис подсоленный и обжаренный. У меня получится 18 штук пирожных вот из этого количества крема.
Если вы будете поменьше крема выкладывать на пирожные, у вас получится 20. Я здесь просто как-то не подрасчитала сразу с количеством крема. Немножко шапочки у них делала такие высокие у этих пироженок. Если вы немножко поменьше крема будете использовать, у вас как раз именно на 20 штук будет расход этого крема. Крем здесь, конечно же, кому это не бюджетно покажется, можно сварить заварной. Я вам ссылочки с рецептами бюджетных заварных кремов на моем канале, конечно же, оставлю в описании к данному видео в инфобоксе. Кремы из отвешенной сметаны, допустим, я здесь использовать не советую, потому что в сметане всегда есть кислинка, и в сникерсе это сладкий десерт, кислинки не бывает. Это уже все на ваше усмотрение. Ссылочки на те кремы, приготовление которых не используются ни сливки, ни сыр, я, конечно, вам оставлю в описании к данному видео. Каждое выровненное пирожное я обильно посыпаю крошкой, намеренно плотно прижимаю эту крошку. С кремом ничего не случится. Если вы его делаете по рецепту на маскарпоне, крем стабильный, очень качественный. Сейчас, когда я все пирожные вот так сделаю, обсыплю, я их на пару часов уберу в холодильник. Минимум можно на час убрать их в холодильник, чтобы они хорошо держали форму. Крошка после холодильника очень стабильная, она хорошо держится на креме, она как бы втягивается в крем, и они не будут вот такими сыпучими, эти пирожные. То есть они не просто станут стабильными, но и будут идеально держать вот эту крошку. Вы также можете и другую начинку с другим орехом, допустим, вы можете и фундук здесь брать, и кешью, что вам нравится. Кто-то не любит с арахисом. Если будете фундук делать, у вас уже будет, в принципе, другой совершенно вкус. Можно вообще без орехов делать, здесь просто с карамелью или с вареной сгущенкой. То есть все на ваше усмотрение. Если крошка у вас останется, ее, конечно же, можно заморозить, потом достать ее при надобности, сделать из нее кейк-попсы шикарные, будут из этой крошки шоколадные кейк-попсы. Либо также ее можно использовать как основу для десертов без выпечки. Здесь все на ваше усмотрение. Убирала в холодильник. Из холодильника уже вот я достала. Я растопила здесь 50 грамм молочного шоколада. Делаю вот такую незатейливую сеточку из шоколада. Опять же повторяю, если вы новичок, если у вас вообще никакого кондитерского мешка нет в наличии, можете просто брать пакеты для замораживания продуктов, наливать туда также шоколад, и все также прекрасно у вас получится. Посыпаю измельченным обжаренным арахисом, и в принципе десерт мой уже готов. Очень все просто и быстро. И необыкновенно просто вкусно. Всем настоятельно советую его приготовить. Десерт этот прекрасно транспортируется. Его можно в холодное время года перевозить даже в другой город. С ним ничего не произойдет, несмотря на то, что он такой весь сыпучий был у нас в начале. Сейчас он прекрасно держит форму. Десерт превосходно надламывается вилкой. Как видите, он не теряет свою форму, он не крошится. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.